Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю любимый миллионами, без преувеличения, удивительно вкусный яблочный пирог шарлотка. Готовить я его буду на большую именно порцию. Я потрачу на замес такого большого пирога буквально 10 минут моего времени. Главное здесь знать пропорции и принцип. Покажу, как правильно взбить бисквит для этого пирога, чтобы само тесто было воздушным, необыкновенно вкусным, и чтобы корочка была хрустящая, идеальная, как это и должно быть в шарлотке. Итак, вот такой пышный, удивительно вкусный пирог у нас получится. 1,5 килограмма яблок. Такой средней сладости, они кисловато-сладкие такие яблоки, поэтому я буду использовать лимонный сок. Первый здесь нюанс. Яблоки нарезаем не очень мелко, если мы хотим, чтобы их было видно в пироге и чтобы они не превратились в кашу, не снимаем с них кожицу. Кожица достаточно тонкая здесь. Нарезаю их вот такими дольками, примерно минимум по 5 мм толщиной, чтобы потом это все достойно и красиво смотрелось в пироге. Как только я нарезала все эти яблоки, я уже подготовила форму заранее, сразу же перекладываю их в форму. Форма у меня здесь прямоугольная, 34 на 24 сантиметра. Вы также можете круглую форму использовать 30-32 сантиметра в диаметре для этого количества теста и яблок. Сразу же, так как яблоки у меня не особо кислые, я их поливаю лимонным соком. Сок одного среднего лимона. Больше здесь лимонного сока я брать не рекомендую, но и меньше тоже. Смотрите все по вашему сорту яблок. Если у вас очень кислые яблоки, вообще тогда не нужно брать лимонный сок. Отставляю пока в сторону. 10 яиц среднего размера, весом без скорлупы, примерно по 50 грамм, я разделяю на желтки и белки. Вот это сделать необходимо просто. Даже если вы будете взбивать это в планетарном миксере, настоятельно рекомендую разделить здесь яйца на желтки и белки. Сначала взбить белки и потом вмешать уже желтки. Знаю уже из многолетнего опыта, что благодаря этому получается очень красивая, вкусная, хрустящая корочка сверху. Итак, желтки пока на короткое время отставили в сторону. 10 белков. По желанию добавляем 2 пакетика ванильного сахара. Я добавляю, потому что яблоки у меня не сильно ароматные. И взбиваю просто до состояния такой пены. Добавляю сейчас в белки от общего количества сахара 350 грамм, где-то примерно половину всего сахара. Порциями также добавляю. Взбивать буду примерно около 4 минут. Мощность миксера у меня здесь 300 Вт, то есть миксер маломощный. Вот такая пышная воздушная меренга должна получиться, но пики такие достаточно тянущиеся. Вот это важно здесь. То есть они слегка держат форму, но не превратились в губку. И сейчас я повзбиваю примерно 3 минуты все желтки с оставшимся сахаром. Также равномерно добавляю порциями сахар и взбиваю до пышности, не до побеления даже. В общей сложности на все взбивание у меня ушло примерно 7 минут. Венчики мне больше не понадобится, миксер. Перемешивать буду все обычным венчиком. Всю белковую массу я аккуратно круговыми движениями вмешиваю в желтки. Вот это важно сделать. Именно для того, чтобы потом у нас была очень красивая хрустящая корочка. И видите, белки у меня такие достаточно подвижные. Я бы не сказала, что здесь даже такая какая-то у меня пена белковая или еще что-то. То есть все достаточно такое жидковатое. Это нормально для этого пирога. Потому что тесто нам нужно будет распределить потом по всем яблокам, чтобы не было пустот. 300 грамм муки. Я сейчас порциями, примерно в 5 порций, я буду просеивать и перемешиваю уже большим венчиком. Так получится наверняка, чтобы все комочки у меня разошлись. И как видите, миску я взяла большую для этого, чтобы мне было удобнее перемешивать мое тесто и чтобы ни в коем случае взбитая яичная масса не осадилась
именно из-за того, что мы взяли неподходящую для этого емкость. Вот такое тесто. Оно подвижное, но в то же время оно очень хорошо держит форму, но подвижное. Очень важно для шарлотки сделать вот такое тесто, чтобы оно не было таким забитым мукой, чтобы оно было подвижным, иначе шарлотка бывает получается такой плотной и как бы очень твердой. А нам этого не нужно, у нас получится идеальная воздушная шикарная шарлотка. Яблоки простояли здесь буквально несколько минут, с ними ничего не происходит за этот период времени. И аккуратно сейчас тесто вот такой лентой стекает, я его распределяю по всем яблокам. Это сделать важно, чтобы потом у нас все пустоты между яблоками были заняты, потому что зачастую у многих выпекается шарлотка с большими пустотами. И этого быть не должно. Вы можете также кубиками, такими достаточно большими, нарезать яблоки. Но лучше всего, из опыта уже знаю, лучше всего нарезать яблоки именно вот таким способом, такими достаточно широкими дольками. И брать именно красноватые яблоки, чтобы потом в начинке они смотрелись очень красиво. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме верх-низ без конвекции. На все уголки распределяю сейчас тесто. Это нужно сделать при помощи лопатки, как я делаю, чтобы у вас все равномерно было. Вот так вот слегка как бы прохожу, продавливаю все это тесто в яблоки. Я выпекать буду примерно 50-60 минут в моей духовке на среднем уровне при температуре 175 градусов Цельсия. Духовку ни в коем случае не открываем. Дно формы я застелила бумагой для выпечки, боковины формы я ничем не смазываю, так как классический бисквит. Стучу пару раз формой, чтобы тесто именно погрузилось между всеми яблоками прошло. У меня прошел примерно час. Вот так идеально пирог испекся, он нигде не подгорел, он полностью весь пропеченный. Проверяем всегда в нескольких местах шпажкой, она выходит абсолютно сухая и чистая. Как только у меня полностью пирог остыл в форме, я сразу же извлекаю его из формы. И сразу, в принципе, его можно уже подавать, потому что хоть здесь и классический бисквит, но благодаря яблокам, благодаря вот этой влажности от яблок, он сразу же прекрасно будет нарезаться. Посыпаю сейчас сахарной пудрой. Это по желанию. Вы можете хоть кремом каким-то украсить. Вот такая идеально хрустящая корочка получается, благодаря тому, как мы его взбивали, этот пирог. И нежнейшая воздушная шарлотка внутри, не забитая мукой, с идеальными пропорциями и методом взбивания. Нарезать лучше всего хлебным ножом. И вот такая идеально пышная шарлотка у нас получается в итоге. Прекрасно надламывается вилкой, даже боком вилки. Она воздушная и сверху удивительно хрустящая нежная корочка. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.